Вот, друзья, вот такие разломы. Видите, какие? И тут вот проезжаю я по самой бровке. И тут уже подстыло, но опасно здесь ездить совсем. Разорвало лед полностью. Такие вот торосы. И идет он дальше, дальше, дальше. Как только стемнеет, здесь очень опасно ехать. Я не знаю, надо очень иметь хороший свет. И, просто опасно ездить по темному. Нормально, удачно мы вчера созвонились. Я бы опять пешком пошел, как вчера. А так с комфортом, да еще и с печкой. Взяли все, друзья. Такая погода у нас в этом году. Мороз сегодня был, я уже говорил, 20 градусов. Все. Небольшой перекур. Километра 3-4 мы уже проехали. Вот, еще осталось нам столько же, километра 4 по льду. Вот, как видите, рыбаки уже здесь уже начали далеко отходить от берега. Поначалу не было практически на льду никого. Сейчас уже лед, наверное, около 20 сантиметров. Ну, приедем к землянке, посмотрим. Так, все, поехали вперед. Фух, прибыли. Ну что, Это вообще... разгружаемся. Опа. Так, опа. Оп. Есть. Фух. Тут что-то леса нападало. Я тут уже давно не был. Чурки. Это, наверное, или было, это уже не помню, если честно, друзья. Давно здесь был. Опа. Опа, и земляночка, столик. О, кухня. Летняя. Ну, она... Опа. Землянка, друзья. Фух. Фух. Алексей тут, видите, какую печь выложил? А она, гадина, обещала долго жить. Печь замечательная, кстати, получилась. Ага. Горело, тепло было очень. Бревно чересчур пересохло, или что там оно подгнило. Вот, а так-то все нормально. Здесь нигде не дымило ничего из самой печи-то. Печь, кстати, работала. Рабочая, да, печка? Но придется ее разбирать. Потому что палить ее не безопасно. Может загореться снова бревно. Так что сейчас буду пробовать устанавливать буржуйку. Устанавливать и сразу протапливать. Друзья, вот смотрите, я зажигаю фонаричек, чтобы было вам виднее. Потому что, вот. Алексей вот такую печку сложил. А она у него, будем говорить, конечно, да, там ты вплотную кирпич прям до бревна, Дело в том, что она так и была. Вот эту часть я не переделывал. Я просто выложил вот эту, грубо говоря, дымоход. А там она как
касалась. Надо было сделать хоть сюда и вот так вот сюда подальше ее выложить. Я ж, понимаешь, она ж 3 года горела. Я думал, что все в порядке, ничего не загорается, все нормально. И так и оставил, не стал я уже отодвигать. А оно Так. вот тебе. Ну ладно, я не знаю, что мы, как будем, куда мы будем ставить ту печку. Я думаю, вот это я уберу дровишки туда под стол. И здесь из кирпичей вот так вот выложу и поставлю ее вот сюда одними ножками, вторыми, ну, вот сюда, вот так поставлю. А стол надо ложить вдоль, чтобы проход был хотя бы, чтобы они зацепились. Ну ладно, что-то надо делать. Вообще ее надо, конечно, эту печку, я думаю, разбирать и ложить. Хорошо это задумано, но нужно отступить от бревен, потому что, ну, сгорит она нафиг все. Она и перекосилась, а видите, как по отношению к трубе стоит вот эта вот стойка. Да. Так, ладно, все. Так, пошли за печечкой. Сейчас печку принесем. Берем печку. Эту печку, друзья, Алексею какой-то подписчик, я не знаю, но Алексей, конечно, его знает. Подарил. Ой. Опа! Думаю, что она будет гореть сильнее, чем та, которая была в землянке. Потому что она полностью всей металлической поверхностью здесь. Так, ну что, куда ее? Тут поставить? Давай. Внутрь. Все. Сейчас убираю дровись. Из кирпичей сделаю ножки. И Да, и примеряю трубу. выставить на ножки. Сюда же эту трубу нужно будет разобрать, наверное, да? Ну, да. Так, давай. Непонятно. Тут, друзья, просверлю. Сейчас, друзья, покажу я, как бурит этот бур глубокие лунки по глубокому льду. То есть лед сейчас приблизительно здесь, я так думаю, сантиметров 30-40. Вот смотрите, как он бурит. Хотя здесь, я уже говорил, слабенький стоит шуруповерт. Обычный шуруповерт. Есть. Вот так, друзья. Сегодня у нас было где-то около 20 градусов мороза. Сейчас где-то градусов 15 мороза. Вот. Ну и сами видите, глубина льда сантиметров 40. Я думаю, что достойный бур, и бурить им работать можно. Так, Алексей пометил 2 лунки, одну и вторую прикормил. Так, друзья, готовим снасть. Обломаем, чтобы не цеплялась леска. Ух ты! Лунка уже застыла, друзья. Покуда я там ходил, лунка застыла. Так, ну что, друзья, поехали. Будем пробовать, что здесь.
Друзья, что-то есть. Хорошая. Смотри. Ух ты. Друзья, это да. Посмотрите, это просто бомба. Плотва. Это просто супер. Смотрите, первые. Вот она. Ну-ка. Погнали дальше, друзья. Вот это, друзья, первая плотвичка. Смотрите, какая красавица. Это просто... Смотрите. Это вообще, друзья, это плотва. Только опустил в первую лунку, сразу клюнула. И потом тишина. Потом во вторую ходил. Вот с этой лунки тоже одна плотвичка взяла. А с тех только прикормил я те выше 3 лунки. В общем, не знаю, пока еще не пробовал. Хотя вот эту вот первую удочку поставил, но там пока ничего не было. Смотрел? А? Телевизор смотрел? Плавает там что-то? Смотрел, вот в той лунке вдалеке плотвичка одна плавала. Ну, видать, она есть там плотва, только не берет. Какая-то плотвичка, наверное, или что-то такое. С каждой лунки будет, друзья, по одной рыбихе. Есть плотва еще одна. Леш, говорю, с каждой лунки будет по одной плотвы. Так смотришь, и на сковородку мы насобираем. Да я и так сверлил. Вот. Так, друзья. И тут одна плотвичка. Уже 3 штучки уже на полсковородке есть. Опа, есть, друзья. Что-то есть. Вот хорошее. Опа. Опа. Красавчик, друзья. Вот это да. Вот это, смотрите. Окунь какой. О. Пузатенький. Замес плотвы, друзья. Красавец, друзья. Так, а ну-ка, кто еще здесь? Красавчик, друзья. Вот это, друзья, кушочек клюнул так, что чуть удочку у меня с рук не вырвал. Ну-ка, сейчас посмотрим, еще, может, тут есть. Да пузатенький такой. Красавец. Да такой белый свет, расцветка такая светлая белая. Да. Горбачили, как его хочешь называй. Вот. На бомбочку. Да. Опа, друзья, клюнуло что-то. Ух ты. Только лунку пробил, до сижи подошел. Оп, опа. Вот это, друзья. Ух ты, красавчик. Друзья, смотрите какой. Красавелла. Горбатый еще один. Это уже парочка. Опа. Иди туда. Хорошенький. Они любят возле столбиков. Ну да. Я же их
На такого можно жирлицы ставить. Да, такой жерлицы точно. На живца Малька. ловить. А? На малька, да, его. Да. Сейчас я попробую на чертика. Попробуй. Да пойду уже. Давай. А? У меня есть еще бомбочка, могу тебе дать бомбочку. Алексей хочет голодным остаться, говорит, пойду дровишки резать. Ну, лучше голодным, чем холодным. Тогда там не останешься холодным. Там, Так если вон дровишек смотри, лес дров. Ну не знаю, друзья. Ладно, я пошел, проверю, как там горох. Может, там уже все вылилось. Давай, давай. И бери ножовку, спиливаем. У тебя там топор же есть. Так, друзья, пойдем дальше. Так, Леш. Так, Алексей уже установил печку. Новый хит моды. Видите, печка какая? У нас уже здесь сауна практически. Да, здесь уже сауна. Жарко действительно, печка высоко, и весь горячий воздух идет именно вверх. Это такое временное, будем говорить, явление такое, печки в землянке, так как нужно будет делать что-то другое или как-то ее по-другому устанавливать. В принципе, мы с Алексеем разговаривали, что если ее, наверное, установить эту печку, постоянно, здесь металлическую, то есть надежда, что ее быстренько украдут, да? Что мы даже не испытаем прелесть этой печки. Ну, друзья, чуть-чуть нагрелись мы. Рыбалка, будем говорить, неважная. Всего лишь навсего 3 плотвички я словил. Но это, наверное, потому что ловил один. Если бы ловили вдвоем, то уже в килограмм 10 наловили, это точно. Алексей тут занимался мастерством печника. Да, Леш? Да, он трещит, греет, все работает. Да, все работает, все прекрасно. Так, ну что, давай перекусим. Так, картошка вареная, картошка пареная, картошка фри, как там говорила это. Так, Леш, бери яичко. Держи. Одно тебе, одно мне. Тут еще вон сардельки, тут еще. И картошечка мундира. Смотри, с сальцом. Шикарно. Меленькая. Чисть. На пол, на стол. Так она в этой чешуе, ты потом почистишь. И будет. Ее можно почистить и на сковородочке обжарить, и будет вот такая. Так. Давай чайку наливаем и перекусим. То мы, друзья, еще с Алексеем с утра не ели. Как приехали сюда, уже время, наверное, около 2 часов. А мы, как говорится, еще не в одном глазу. Ой. Хотя глаз заполнять нечем. Мы не брали заполнитель. Или наполнитель, как правильно говорить. Так, ладно. Ну давай с чайком. Да. Я уже не любитель этого дела. И не профессионал даже. Весит много будет, наверное. Да что много? Нормально? Нормально, да, конечно. Он же
набухает, полная кастрюля с горкой будет. Вот хорошо, нам же ж надо рыбки половить. А что мы будем? Лёш, ты что там, подложишь? Подкладываю, да, потихоньку. Нам же нужно определиться, кто раньше спать укладывается, кто раньше встает, чтобы, ну, подкладывать, дежурить у печки. Ты любишь ж до полуночи посидеть, а я пораньше обычно ложусь. Так что ты Так, да. Ну разберемся, я думаю. А я тогда часа в 4 утра. уже это, ну, то есть ты там до 12 дотопишь, а я в 4 встану, буду продолжать топить. Да. Ух. Так, ну что, все. Позавтракали и пообедали заодно. Сейчас надо матрасы, как ты сказал, привести в порядок. Или я постель свою вот эту вот подверну, чтобы она нагрелась. Друзья, плотвичка, по-моему. Опа, красавица. Друзья, вот так. Вот это да, вот это плотва. Смотрите, друзья. Вот это да, вот это красавица. Ух ты. Понял, ладно, батарейки или повербанк? Да. Хорошо, да. Еще одна, друзья. Смотрите, красавица такая. Вот это да. Разговаривал с Алексеем и клюнула. Опа. Ну-ка, ну-ка. Красавица, иди. Вот так вот. Еще одна, друзья. Плотвичка. Красивая. Вот она. Опа. Все, вот это плотвина. Ля, вот это да. Опа, есть, друзья. Опа, красавица, плотвичка. Опа, такая вот друзья. Иди туда. Вот так вот. Опа, еще одна. Сразу же. Опа, есть. Ух, хорошая что-то. Идет, друзья. Опа, густерка еще одна. Да что ты, то густера, то кто вперед схватит. Опа, плотвичка, по-моему. Вот она. Не, опять густерка, но густерка, правда, хорошая, друзья. Вот она. Густера. Друзья, еще... Если кто не знает, как отличать густерку от подлещика, я вам рассказываю. Вот смотрите, густерочка, у нее головка маленькая и крылышки, как вы видите, красноватенькие. У леща голова здесь вот так вот идет углом, угол острый. И перья черные. И спинка у него здесь, у леща, прогонистая, а у густерки спинка толстенькая. Густерки. Ну еще сейчас. Ну. Будешь клевать? Клюет, друзья, клюет. Опа, есть. Ух, густерка опять, а. Так. Туда ее. Иди нафиг.
Ну что ты там думаешь, клевать или нет? Еще одна плотвичка. Опускаем назад в луночку. Опа. Еще. Вот что-то хорошее, друзья. Ух ты, тянет как на. Ух. Подлещик. Вот такой. Опа. Следующий подлещик, друзья. Красавчик. Так, все, друзья. Идем в землянку. Замерз. Ну, в общем, под вечер наловил неплохо рыбки я. И Лешей клевала. Но Алексей быстро пошел в землянку. А я только иду. Уже темно. Опа. Есть. Опа. Кто тут спит? Ноги сушу. Ноги сушишь. Что-то Понятно. продырявил где-то ботинок, что ли. Раньше не тек никогда. А куда ж? Так, ну что, друзья, были сегодня на рыбалке мы, немножко наловили рыбки. Сейчас пришли, растопил Алексей печку, уже тут дышать нечем. Я скажу, скоро здесь будет как парилка. Лешка лежит, отвечает на комментарии по последнему видео. Вот. Ну, а мы сейчас домешиваем кашу его. Да? Да, она уже, по идее, должна загустеть, когда остынет. Я думаю, она уже загустеет. Ее, наверное, уже надо снимать, да? Надо чаек поставить. Чаек или будем все-таки жарить что-то? И будем, наверное, жарить рыбку, я так думаю. Хотя бы по 2 штучки так, да. Да, по 2 хотя бы, да. 4 штучки это самое, поджарить. В охотку, потому что я еще и не жарил в этом году свежие рыбки. Так что... Все еще щуками доедаю. Кого? Щук осенних.
Вот это ты их надубасил, щук. Что не знаешь, куда девать. А, да. Знаю. А? Знаю, подъедаю потихоньку. Понятно. Друзья, вот такая вот печечка, как вы видите, Алексею подогнали подписчики, и теперь мы греемся в землянке. Эта печка вышла со строя, чуть он не сгорел здесь в землянке, говорит, полночи тушил. Вот, видео еще это не смотрел, так что приедем домой, посмотрим, как он тут с ведрами бегал. Вот эта печка новая. Новая печка. Вот тут еще дрова полно. Надо закрывать. Оп. Неплохая печка такая. Зачем такую крупную плотву ловил? Не, ловил, какая ловится. Не помещается четвертый. Укладывай четвертая. Вот это плотва, друзья. Вот это да. Или вот это... Ну ничего. Начала пыхать сверху, надо еще чуть-чуть. Это ж этот самый, да? Да, нормально. Так вот это она прилипнет, пусть она подпадает. Ну видишь, и влезла. 4 штучки, как говорится, так как и положено. С одной стороны только. Осталось вторую сторону подогнать. Вот такая, друзья, будет рыбка у нас. Алексей здесь ужарился, сидит, говорит, дышать нечего. Уже мы в футболках. На улице минус 20, а мы здесь в землянке в футболках сидим. И босиком он, друзья. Жара тут невыносимая, конечно. Ну как, не сказать, что не как в парилке, но жарко. Жарко. Ну, сделать как в парилке вполне можно. Да, сделать как в парилке вполне можно. Я одну перевернул, она, видишь, еще не поджарилась совсем, вот крайне. О, поджарилась, да, чуть-чуть? Ну, я открыл, чтобы побольше она раскочегарилась. Не по уровню печку установил. Да, я заметил. А? Я заметил, да. Надо было сразу, когда устанавливаешь, сковородку ставить. Сковородку ставить с рыбой. Сейчас вторая сторона дойдет и будет нормально. Так, ну, рыбка, друзья, вроде бы готова. Все, сейчас я снимаю. Да, снимаю. Главное интересно то, что до сковородки в принципе и не пристает рыба. Вот это вот одна, которая развалилась у тебя, будешь ее потреблять. Нет, Так не всяко. моя, то что ж без икры. То ж как ты С любишь. икрой, смотри, с икрой. Вот ты ее размочали, вот ты будешь ее и есть. Так, сейчас, друзья, сюда бросаем
картошечку. Обжарим. Сегодня не сидим, значит завтра будем тогда ее откушивать. Сейчас я еще сюда маслица добавлю. Многовато тоже картошки, но ничего, сейчас масло. Масляное масло сюда. Хорош. Вредное оно. Ты знаешь, чем его извлекают, доотжимают, как после отжима? Это я сам отжимал. Сам отжимал. Смотри. Потому что там, ну, химия типа бензина. Я знаю, там химия, да, там не типа бензина, там типа Да. ацетона, типа такая чистая ерунда. Да я знаю, когда-то я был на таком заводе, это было, сейчас скажу где, Запорожская область, Запорожская область где-то, забыл, как уже город называется. Открываем еще больше, пусть. Полностью открыл я, пусть тягнет. Ну что, Вот это всё? моя поломанная, да? Да, вот это твоя поломана. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты что думал, она тяжелая такая? Тяжелая. Как же давно я не ел. Кого? Рыбку? Угу. Свежую. Только с речки. Хвостик аж хрустит, кушаешь. Вот тут она икряная, вот на боках, на ребрах одна шкура, больше ничего нету. Я вот сейчас подумал, ты заметил, что мыши вообще не беспокоят, Да. как ни странно. Сбежали все. Холодно. Они закопались где-то. Тут же что же было? Это если постоянно жил бы, наверное, здесь, Ну да. то а так получается Они холодно. только переберутся, а тут опять дубак. Да, тут добавить. Поэтому они думают, нет, мы уже нагрели тут уже свои места. Они же смотрят, наверное, твой YouTube. Думают, бляха-муха, нету его. Ходит, но наскоками. Оно нам надо. Точно. В общем, рыбка, друзья, получилась отличная. Ну, еще бы ей не быть отлично. Свеженькая, сладенькая, классненькая. А с крыши у нас капает. С крыши капает. Так, ну что, мы собраны, ложимся спать. Завтра до встречи на рыбалке. Все, друзья, пока, спокойной ночи. Так, Алексей всех разбудил, начиная с 4 часов начал шоркаться. Главное, рыбу уже разбудил. Вот. Готовит прикормку. И нам... Печку растопил так, что дышать уже нечем опять. Ну все, я закрыл. Поддувало, можно все, картошка готова. На улице только светает. Ну так пока перекусим, пока чай, пока прикормка. Ну да. Проветрить. О. Только светает, друзья.
Алексей тут картошечку греет. Поджаривает, вернее, сосиской. Это... Я не пойму, это ты делаешь на леща? А что ж мы есть будем тогда? У нас он горох. Горох с прикормкой? Ну да, конечно, вот так вот. Понадейся позавтракать на тебя, так накормят тебя горохом с прикормкой. Ты не хочешь пойти умыться? Опа, сейчас я... Вот так. А то кайфуша. Спать хочется, а так не сильно. Полезно очень. Сейчас это сосудики заработали все. Тепло стало. Уже, друзья, вот рассвет наступает. Восход. Или да, солнышко только начинается. О, хорошо. Как вроде, ты знаешь, вроде это самое, был в парилке, вышел, умылся, а умываешься, аж пар такой от тебя идет. Классно. Так, вот полотенца нету, плохо, чистенько. Да, сейчас завтракаем. И... Ну там морозец на улице хороший. Но сегодня будет пасмурно. Пасмурно, да. Жаль, а то в палатке на солнышке так тепленько. Ну да. Так, чайник закипел. Давай, что этот чай допьем, да, и свежий зальем. Это. Давай, ты мой допил. Налито. Наливай полностью. Powerbank мой этот сдох. Не знаю вообще что он. Включаешь, главное, проверяю 3 деления. Работает, я включаю зарядку на телефон. Он то включается, то включает, то выключает, то включает, то выключает. Не хватает мощи у него. Что ж поделаешь, это лотерея, китайский товар. Надо брать у проверенных продавцов. Ты ж меня учил, как пользоваться Алиэкспрессом. Я вот теперь тоже уже заказываю. А, кстати, вот на мне ж этот, как его, термобелье. Угу. Тоже оттуда купленное. Я пока особых плюсов не заметил в нем. Ну, не замерз, тепло было, все хорошо. По идее, оно работает как, если вы потеете, то вся влага выходит наверх. И типа должны быть дальше еще следующий комплект. Это флисовая кофта и потом дышащий мембранный уже куртка, которая выведет полностью на улицу и испарится ваша влага. Ты, наверное, изучал это. Да, изучал немного. Но у меня из этих всех 3 моментов пока только первый. Пока только нижнее белье. Да. Все, друзья, мы позавтракали. Прикормка готова, чайник закипел. Наливаем термос и выдвигаемся на лед. Выходим на рыбалку. Лёш, ты идешь? То ты встал самый первый, а идешь самый последний. Так, все, ладно. Движемся к лункам своим. Еще не знаю я ставить. Палатку нет, хотя погода неплохая, ветра нету тоже. Я думаю, и смысла пока нет ставить палатку. Пошли, пошли. Сейчас. Да, здорово. Сюда. Еще одна.
просверлю для камеры. Друзья, только зашел, опустил в лунку и плотвичка. Хорошая такая. Друзья, есть поклевка. Оп. Друзья, вот она. Красавица. Есть. Опа. Красавица, друзья. Юра, как дела? Да проклевывает плотвичка хорошая. Хорошо тебе, потому что у меня подлей. Подлещики-то ты ж кормил под подлещика, говоришь. А я ж кормил под плотву, под крупную. Не, ну у меня тоже одна хорошая плотва попала. Я уже думал, что все, плотва пришла. Сначала 2 леща, потом плотва. А сейчас вот 3-й лещ. Ну вот видишь, Ну как лещ, подлещ. килограммовые. Да нет. Чуть больше вот кило. 800 грамм.
Да? Трошки меньше. Где-то 4. 3. Ну, это тоже тлещ почти. Сейчас, друзья, еще сделаю одну. Что-то задувает сильно. Такую скобочку, чтобы прицепить. Вот так вот. Вот. Наверное, и сюда надо еще одну. А на эту лунку почему-то не хочет клевать, друзья. Так, друзья, 1, 2, 3 зацепа сделал, уже более-менее. А то ну сильно дыра такая, что тянет холодный воздух, холодно сидеть. Так, друзья, установлю камеру, наверное, в среднюю лунку и посмотрю, попробую, что там делается у меня на дне. Опа. Опа. Ну, иди сюда. Ух. Эх, да что ты такое? Плотва обалденная, друзья. Так, ну все удочки стоят. Буду пробовать камеру цеплять пока. Друзья, если кто не видел у меня камеру, сейчас я вам покажу. Камера у меня вот такая вот. Опа. Сама камера, вернее, это монитор. Вот. Ну и сама камера, которая в воду отпускается. Кто смотрит мои видео, тот видел эту камеру подводную. Вот такая вот, друзья. Вот она. И, друзья, все будет это стоять вот на такой треноге и будет выглядеть вот так. Сейчас закручиваю я. Опа. И, друзья, будет это выглядеть вот так. Сюда смотрим, по бокам 2 удочки и ловим. Вот так, друзья. Вот такая вот камера. Так, опускаю камеру вниз. Опа. Ну и, друзья, для тех, кто не видел мое предыдущее видео, рассказываю, значит, для чего вот это вот нужна тренога. Друзья, тренога это нужна для того, чтобы управлять под водой камерой, чтобы не крутить рукой вручную вот этот вот проводок, который вращает внизу камеру, а эту камеру крутит вот эта вот тренога. Здесь механизм есть, вот, спица такая согнутая, за нее цепляется камера, вот, и эта камера вокруг крутится. То есть, вот, например, у меня 2 лунки по бокам, значит, можно смотреть, что на эту сторону лунку, что на эту сторону лунку. То есть разворачивать. Можно хотя 10 штук повернуть, пробурить, вернее, 10 штук лунок и по 10 штук по кругу крутить и смотреть камерой. Ну, естественно, 10 штук их никто не делает лунок. Ну, а 2 луночки можно сделать. Так, ну что, что-то никак. Последняя клюнула и тишина. Так, ну что, друзья, опустил я камеру. Сейчас смотрю в камеру. Короче говоря, нету
рыбы от слова совсем. Вот сейчас она стоит как раз на прикормочке, вот камера, и нету рыбы. Когда клевала, я не опускал камеру, чтобы не пугать рыбу. Но как перестала, думаю, опущу, посмотрю. Вот сейчас опустил я, и нет. Ушла вся плотва, все разошлось, нет ничего вообще. Ни леща, в общем, пусто полностью. Прокрутил я камерой, ничего не вижу. Сейчас посмотрю, как там дела у Юры. Ну так заходи через двери. Сейчас я сначала улов твой гляну. Да, плотвичка хорошая. Икряная на таранку, то что нужно будет. Ну да. Вот он я. Заходи. Заходи во двор. Ага. Или в дом заходи. Что ж ты там снаружи? Он внизу открывай. Тук-тук-тук. Кто там? Надзор. Рыбнадзор, заходи с той стороны. Вот. Ты что, топишь тут? Жарко у тебя? Да. Телевизор смотришь, смотрю. Вот видишь, вот Каши кусок. каши кусок, да, кучка Ага. лежит, вот Я думал, разбросана. А я подсыпаю, думаю, все сожрали, наверное. Да, подсыпаешь. Она вот она. А там уже ровным слоем, наверное, все дно. Ну да, и плохо видно, видишь, Ага. плоховастенько. И вот видишь, такая вот дистанция здесь. А, ну да, я уже Вот. видел. И вот ее раз, и Ну да. пошел. Сейчас вот на ту лунку перейдем мы. Посмотрим, что на той лунке. Сейчас запись включу. Вот раз, это луночка. А это сейчас пойдем на ту лунку. Да, там еды сколько хочешь им. А вот она, вот она. О, то рыба, нет? Я не знаю. Да, рыба вон вверху там. Не, вот то. Нет, это это насыпана лунка вторая. Еда. Да, вот рассыпана, и вот лунка. Я понял. Шар, это я шар забрасывал. Вот. И чтобы его определить, оно видно будет или нет. Вот. А вот, видишь? А, да, видно, прямо у тебя крючок в кадре. Здорово. Это можно заснять, как лещ будет или плотва брать. Вот раз. Класс. Вот, Только непонятно, где рыба. вот рыба разбежалась вся по сторонам. Это ж ты, рыбнадзор. Ага. Вот тебе, пожалуйста, рыбнадзор. Она испугалась и разбежалась. Это точно. Ну ладно, что, наливай. Сейчас Пора наливаю, уже. сейчас выключу я камеру, Пока. запись. Пока не выпьем, рыба не придет. Так, ну что, придется вмазать по 100 грамм. Держи. Смотри, а то горячий. 100 грамм. Градусов около 90, как спирт. Понял. Хорошо, спасибо. Ты любишь горяченький? Горяченький. Я тебе покрепче налил. Нету ничего, видишь? Вижу. А так начиналось с утра. Может быть, нам нужно было пораньше с утра. Ну, может и так. Ну да, вот я удивился. Первые поклевки, 2-3 подлещика. Ну, хорошие у тебя тоже. Подлещики такие у Алексея хорошие тоже. Пойти дровишек пока порезать, пока не клюет. Пока рыбы нет. А ты звони, если что, как рыба Не-не, клюет. если начнет клевать, я звонить не буду. Да ладно, клевать, не клевать, ладно. Главное, чтобы рыба появилась в кадре. Ну да. А вообще ты так вот сейчас видишь, качество картинки нормальное будет, если вот дома смотреть там? Ну, ее нужно будет, да, будет, но ее все равно редактировать нужно будет в этом. Подкрасить, навести резкость, там четкость добавить. И Ага. потому что, видишь, вчера было все прям цветное, свет был, и я... Так, а ты рыбу видел сегодня вообще хоть? Нет, Не, вообще не видел? Странно, поймал, а видеть не видел. нет, дело в том, что я не ставил сразу камеру. М. Ну, я пришел, она клюет. Я на одну удочку только опускаю, она клюет. Опускаю, клюет. Опускаю, клюет. И я, короче говоря, вот ту почти рыбу, я одну только вытянул на эту, на вторую удочку. И все. Вся рыба на одну только лунку. Поэтому я и не успел. А как перестала клевать, я думаю, опущу, посмотрю, где же она есть. Отпустила, ее нет уже. Все. Который час? Начало 10-го, да? 20 минут 10-го. Ну, читай. Уже должна плотва клевать. В 9 часов она перестала клевать. Да. Полчаса уже не клюет. Вообще ничего.
Ну, теперь будем ждать до вечера. О, Надя, как ее... Ой, клюет, клюет. Только что дергал. Сейчас, смотри. Разворачиваешь камеру в эту Ага, сторону, ага. а оно клюет с той стороны. Издеваются. Так что я ушел. И главное, друзья, смотрите, прикормка лежит на дне в камере, вот она. И мотыль тут вперемешку. Старый я побросал. И нет плотвы. Подходит и уходит. Вот поклевка, по-моему. Нет. В общем, у меня тут две удочки, получается. И одна на одну удочку наведена камера, а вторая без камеры стоит. Эх, прошла мимо плотва. Тут течение, не поймаю, почему сильно уносит течением. Вот очередная подходит плотвичка. Вот она клюет, смотрите. Оп, есть. Друзья. И вот она клюнула, друзья. Опа. Есть, друзья. Вот это да. Такая получилась прекрасная картиночка. Издалека вроде она была такая не очень большая. Это смотрите, какая плотва. Классная. Опа, друзья. Не видел в камеру, как клюнула. Но клюнула. По телефону разговаривал. Плотвичка, наверное. Опа. Хорошая плотвичка. Опа. Красавица. Вот так. Иди сюда. Снежок пошел. Красота такая, что... 1:30 уже, пора бы перекусить. Сейчас перекусим и надо собираться домой. Так, друзья, пообедали мы с Алексеем. Там немножко убрались в землянке. Вот. Ну и сейчас еще посидим. Часик-два, часов до 3, может до 3:30. Порыбачим, если будет что-то клевать. И будем домой двигаться. Снежок идет, потеплело на улице. Так. Струсить снежок. Вроде ничего нету. Рыбку. Оденусь. Мимо.
Это дрон. Чуть не упустил, друзья, в ломку назад. Не улетела. Ох и дурочка. Ах, красавица. Опа. Такая была, друзья, вся плотва эта, да. Она, в принципе... Лёш, да. По-моему, такой плотвы я никогда не ловил. А ты ловил? У меня вот лежит плотва сейчас по локоть. Да? Ну, я такой по локоть у меня нету, но бляха-муха тоже такая красавица. В руку возьмешь, просто, как пословица, маешь вещь. Возьмешь в руки, маешь вещь. Опа, ну-ка, что ты там? Красавица. Так, друзья, рыбалку мы заканчиваем. Я проверил, все забрали. Землянки, снег валит. Нужно собираться ехать. Леш, ну что, ты сложил? Да. Молодец. Все, руки отогрелись и сложил. Так, все, сейчас упаковываемся. В принципе, мы уже собрались, друзья. Вот, и будем чухать домой. Время уже позднее. Задержались. Палатки еле собрали. Потеплело немного, такой мокрый снег. Они все пообмерзали вот этим льдом. Пальцы позамерзали, еле скрутили. Что Юра, что я. Я не понимал, что происходит. Думал, забыл уже, как ей пользоваться. Что такое? Да, ну. Пока не пошли, руки не поотогревали. Заканчиваем мы рыбалку, вернее, закончили уже. Сейчас собираемся с Алексеем. Алексей, он довязывает свой рюкзак. И мотоцикл готов к работе. Все, друзья, до свидания. До новых встреч. Приятного просмотра. С вами был канал Жизнь Рыбалка. Пока, друзья. Вот, друзья, вот такие разломы. Видите, какие? И тут вот проезжаю я по самой бровке. И тут уже подстыло. Но опасно здесь ездить совсем. Разорвало лед полностью. Такие вот торосы. И идет он дальше, дальше, дальше. Поэтому, как только стемнеет, здесь очень опасно ехать. Я не знаю, надо очень иметь хороший свет. И, ну, просто опасно ездить по темному. Поэтому домой нужно добраться по светлому. Ну что, едем дальше. Так, друзья, собираемся, едем дальше потихонечку. Видите, какая обстановка.